Здравствуйте. Мы продолжаем с вами занятия по психологии, и сегодня нам все-таки предстоит завершить рассмотрение основных проблем, связанных с развитием во взрослости. То лонгитюдное исследование взрослых, которое было проведено в Ленинградской психологической школе под руководством главы этой школы Бориса Герасимовича Ананьева, оно, к сожалению, крайне мало затрагивало именно личностные аспекты человеческого развития. Оно могло бы дать невероятно интересные результаты, но, к сожалению, преимущественно оно касалось именно интеллектуальных характеристик и характеристик такого психофизиологического плана. Целью исследования, лонгитюдного исследования взрослых, которое было предпринято в Ленинградской школе, было построение некоторой такой эмпирической базы, так называемого комплексного подхода к человеку, да, к человеческой психике, который как раз развивал Борис Герасимович Ананьев. Безусловно, его интересовало то, как связаны между собой наша психофизиологическая организация и наше мышление. Его интересовало то, как вообще развивается взрослый человек в плане его умственных способностей, в плане его запоминания, переработки информации, осмысления этой информации. Еще раз я повторяю, что, к сожалению, в это исследование были мало включены именно личностные методики. При этом надо отметить, что эмпирическая база этого исследования она была совершенно колоссальная, потому что в него входили, во-первых, студенты Ленинградского университета, в частности, поступающие на психологический факультет в обязательном порядке, они, так сказать, включались в лонгитюдную выборку. Но, кроме этого, в общем-то, была такая очень полезная, да, для психологов возможность, когда можно было исследовать людей на рабочем месте. В советское время были такие закрытые учреждения, они называются почтовые ящики. Это, как правило, были предприятия, работающие на оборонный заказ. И было достаточно типично, что человек со студенческой скамьи или с скамьи техникума, да, там, среднего специального учебного заведения приходил на работу, на рабочую профессию или на инженерную профессию. И, в общем-то, он с этой же, так сказать, организации, да, из этого же, так сказать, почтового ящика уходил на пенсию. То есть было достаточно типично то, что люди почти всю свою взрослую жизнь работали на одном и том же предприятии. И это давало огромное совершенно преимущество в проведении лонгитюдного исследования. И цифры здесь говорят сами за себя. В лонгитюдной выборке ленинградского этого лонгитюда, да, было 1500 человек. То есть на Западе никто бы не мог и мечтать о таком размере выборки. Но к сожалению, я еще раз говорю о том, что эти данные были бы просто на вес золота, если бы туда можно было включить и личностные методики. Но клинические организации, в частности, Бехтеревский психоневрологический институт, да, и другие петербургские ныне, да, тогда ленинградские институты, они занимались рестандартизацией тестов. Это достаточно длительный, трудоемкий процесс. Лонгитюдное исследование в основном работало на задаче этого комплексного подхода. И что же получилось? Здесь, в общем-то, есть место и для понимания логики развития интеллектуальных процессов человека в течение взрослости. Надо сказать, что в процессе исследований Ленинградской психологической школы было выделено несколько, так сказать, таких блоков, да, человеческой психики, в частности, в том, что касается
познавательных процессов. Вот мы с вами говорили, да, что когда речь идет о развитии, обычно выделяются три основные сферы, да, три линии. Это физическое развитие, это познавательное развитие, его же называют психическое, его же называют ментальное. И третье – это социально-эмоциональное развитие, которое связано с вот как бы поведением человека, да, так сказать, его мотивацией, переживаниями эмоциональными, да, и построением, обоснованием какого-то поведения. И вот как бы здесь, безусловно, очень многое удалось узнать о познавательном развитии. Что же получилось? Значит, были выделены два очень важных таких вот блока в познавательных процессах человека. Один был назван мнемический блок, другой был назван блок, собственно, логический, мыслительный. То есть речь идет о том, что мнемический блок преимущественно связан с тем, как получать информацию, как ее запечатлевать, как ее хранить. Да? Ту информацию, которую человек получает. Блок, собственно, логический, да, был связан с тем, что делать с этой информацией, как ее перерабатывать и как ее осмыслять. И это как раз было получено в результате такой достаточно сложной математической обработки тех результатов, которые были получены на базе такого психологического тестирования различных познавательных процессов, в том числе интеллекта. И кроме того, там были очень интересные такие взаимосвязи получены между нашими психофизиологическими функциями и как раз функциями интеллектуальными. Вот какой главнейший результат здесь был, так сказать, получен? Значит, ленинградские психологи увидели, что вот в процессе лонгитюдного прослеживания большого количества людей в возрасте от 18 до примерно 40-45 лет можно было видеть относительно независимую динамику развития различных вот этих блоков мнемического и логического в части как бы достижения ими определенных оптимумов. То есть оказалось, что вот в жизни человека есть вот определенные такие периоды, когда у него, скажем, функции мнемические, вот запоминательные, да, находятся вот на максимальной высоте, да, достигают некоторого оптимума. А есть те периоды в жизни, когда эти функции вот как-то не столь хорошо работают и, так сказать, дают несколько худшие результаты вот запечатления информации и запоминания и хранения этой информации. И также есть другие периоды, когда есть свои периоды, когда логические функции, то есть, собственно, мыслительные функции тоже достигают своего оптимума и, так сказать, достигают, ну, как бы вот этого пессимума, да, или как бы ухудшают, да, свои показатели. И оказывается, что есть периоды, когда эти функции совместно достигают оптимума и совместно достигают некоего пессимума. И оказалось, что очень важный, так сказать, момент связан с тем, что в возрасте около 30 лет и логические, и мнемические функции достигают некоторого оптимума своего развития. Вот это очень важный момент, который, в общем-то, сопоставлялся учеными с известными им результатами, скажем, вот лонгитюдных, так сказать, вот выводов Гранд-стадия, да, когда речь идет о том, что в кризисе 30-летия, скажем, очень важно, чтобы человек осмыслил свой жизненный путь, чтобы он действительно вот смог поставить какие-то, да, новые задачи в конкретных условиях, осмыслить, так сказать, все детали конкретной ситуации, в которой человек оказался в этом своем возрасте, и, соответственно, развиваться дальше. И вот это, безусловно, наверное, очень важно нам с вами отметить. И на самом деле вот в Ленинградском университете даже психологи, в общем-то, начинали порой снисходительно относиться, да, к студентам, которые могли, так сказать, не очень хорошо запоминать какую-то информацию, поскольку где-то в возрасте около 20 лет, а это, как правило, приходится где-то на
третий курс, да, где-то 20-21 год, вот там как бы вот эти вот функции запоминания, они имеют тенденцию к ухудшению. И, в общем-то, вот люди, которые, так сказать, были осведомлены об этих результатах, они могли как-то предпринимать какие-то особые меры, да, для того, чтобы улучшать свое запоминание и так далее, преодолевать те трудности, которые с этим связаны в студенческой жизни человека. Кроме, так сказать, вот того результата, о котором я сказала, да, то есть как бы такая относительно самостоятельная динамика логического и мнемического блока познавательных процессов, так сказать, вот каких-то определенных периодов, да, достижения ими совместных оптимумов, да, здесь также в рамках Ленинградского лонгитюда были получены сведения, которые были, так сказать, связаны с взаимосвязями между различными частями интеллекта, различными блоками интеллекта между собой в процессе развития. Вот надо сказать, что в возрастной психологии за 20 век были предложены некоторые такие концепции, которые предполагали, что человек достигает вот взрослого типа мышления где-то в течение своего подросткового и юношеского возраста. Вот это вот тоже очень важный такой период. В частности, психолог швейцарский, выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже, он писал, да, о том, что вот в подростковом и юношеском возрасте где-то там с 12 до 18 формируется взрослый тип мышления, который был назван словесно-логическое мышление, который назван был им формально-логический интеллект. То есть в этом возрасте как бы вот наши слова, они становятся как бы по своей такой вот логической природе понятиями, то есть они связаны с выделением существенных признаков тех объектов, которые обобщаются в том или ином слове, то есть слово становится понятием, человек овладевает основными логическими операциями, которые характерны для человеческого мышления. И, в общем-то, вот Пиаже, опять же, да, подчеркивал, что созревание формально-логического интеллекта очень важно для развития личности человека. Почему? Потому что это дает человеку возможность обоснованно планировать свою дальнейшую жизнь, уже осмыслять ее и строить планы на будущее. Вот как бы опять же это совпадает с тем, о чем мы говорили по поводу задач формирования вот этой вот гармоничной я-концепции и достижения идентичности. Но вот как раз исследования взрослых, они показали, что развитие интеллекта продолжается. И в, скажем, западной психологии в XX веке, да, во второй половине XX века к Пиаже приписали некую такую пятую стадию. Вот так сказать, концепции Пиаже формально-логический интеллект – это так называемая четвертая стадия, да, немецкий психолог Клаус Ригель предложил приписать следующую стадию, пятую, которую он назвал диалектическое мышление. То есть как бы мышление взрослого человека уже в периоде ранней взрослости, оно связано с тем, что человек начинает более многосторонне подходить к тем процессам, с которыми он сталкивается в жизни. Он начинает как бы видеть диалектику, он начинает понимать вот эти вот диалектические противоречия, их взаимодействие, динамику жизни. И вот в частности уже может уходить от формальной логики, которой он овладел и действительно, как бы, которой он был в значительной степени привержен в подростково-юношеском возрасте. Да? Вот, кстати, вот те проблемы, та шероховатость, да, вот подросткового осмысления жизни, какая-то, может быть, незрелость, да, вот этих суждений, они в частности связаны и с тем, что формальная логика не вполне достаточна для того, чтобы понимать всю сложность жизни. Концепция Клауса Ригеля вот предлагается вот это диалектическое мышление. В ленинградском лонгитюдном проекте, о котором мы сейчас с вами говорим, вот эта сторона развития интеллекта взрослых получила свое как бы вот такое дополнительное осмысление в форме представления о динамике взаимосвязи между различными сторонами нашего интеллекта в вот течение различных возрастов.
Оказывается, что когда мы пытаемся понять структуру интеллекта, интеллектуальных способностей вот только-только достигшего совершеннолетия человека, когда мы рассматриваем 18-летнего человека, да, мы с вами видим, что его интеллектуальные способности, они могут быть между собой взаимосвязаны, но эти взаимосвязи не носят интегрального характера. А в процессе дальнейшего, так сказать, взросления человека оказывается, что вот ленинградские психологи на своих лонгитюдных данных наблюдали перегруппировку компонент интеллекта, и как раз вот очень важные моменты связаны были с тем, что вот эта динамика шла очень активно на протяжении десятилетия 20-30. К 30 годам уже можно было видеть некоторые, так сказать, гармоничные такие интегральные взаимосвязи между различными частями интеллекта, между различными интеллектуальными функциями. В десятилетие 30-40 наблюдались также продолжающиеся процессы интеграции, но подвижность несколько уменьшалась, гибкость, так сказать, этих взаимосвязей несколько уменьшалась. И к 40 годам, в общем-то, наблюдалось то, что интеллект приобретал некоторую такую достаточно устоявшуюся уже, достаточно прочную структуру. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, это также, так сказать, могло приводить к определенным трудностям в освоении чего-то нового. И как раз вот прослеживание вот это лонгитюдное, оно продолжалось примерно до возраста 45, максимум 50 лет. И оказывалось, что вот уже после 40-летнего рубежа взаимосвязи между компонентами интеллекта становились более жесткими. То есть вот в принципе это коррелировало с тем, что какие-то принципиально новые виды деятельности все-таки для человека оказывались достаточно трудными с точки зрения их освоения, если это происходит в возрасте после 40. Да? То есть вот здесь еще как бы одна такая вот линия, да, для осмысления того, что же происходит с человеком в возрастной перспективе. И вот завершая вот это, так сказать, рассмотрение развития интеллектуальных процессов во взрослости, наверное, надо сказать о том, что вот по обобщающим результатам уже второй половины XX века, скажем, в западной психологии, было показано то, что разные компоненты интеллекта имеют некоторую разную динамику. И это, наверное, тоже нам с вами важно знать для того, чтобы лучше ориентироваться в динамике человеческих способностей, в как бы вот субъективных каких-то, да, наших трудностях в освоении тех или иных видов деятельности. Итак, вот если взять за некоторую точку отсчета возраст 18-20 лет, то есть тогда, когда у нас основные интеллектуальные функции, формально-логический интеллект уже пришли в какой-то свой вот более или менее завершенный вид, да, так сказать, уже достигли они некоторого взрослого состояния, то дальше как бы у нас начинает наблюдаться некоторая такая вот разветвленная структура, когда закономерным образом к возрасту где-то 60-70 лет, от 20, да, до где-то вот 60-70, то есть где-то примерно за 40 там, с лишним лет вот этой взрослой жизни, у нас продолжают совершенствоваться те интеллектуальные процессы, которые связаны со словом. То есть люди все лучше и лучше, глубже и глубже понимают слова и смыслы, и даже приобретают то, что сейчас начинает исследоваться, так сказать, вот прицельно психологами, приобретают некоторую мудрость, то есть способность решать какие-то конкретные проблемы максимально оптимальным образом с учетом множества различных факторов. Да? Значит, вот все, что касается такого гуманитарного знания, это, в общем-то, вот и гуманитарных наук, да, это также, в общем-то, прогрессирует. А то, что касается пространственных представлений, то, что касается некоего такого конструирования, то, что касается математических способностей, вот это имеет тенденцию к деградации. Не резкой, но тем не менее, так сказать, вот этот вот веер, он выглядит вот таким образом, да, как бы вот
продолжают совершенствоваться и улучшаться вот такие как бы гуманитарные способности интеллектуальные, несколько деградируют способности такого как бы, ну, естественно-научного и математического порядка, которые вот, так сказать, уже к пожилому возрасту становятся хуже развитыми. И это тесно также взаимосвязано с максимальными достижениями по как бы статистическим таким исследованиям, с максимальными достижениями в различных видах наук. В частности, вот самая молодая, так сказать, профессия с точки зрения максимальных достижений в течение всей жизни, да, это математика. Вот, так сказать, в области математики самые ранние такие, да, максимальные профессиональные достижения. Дальше действует уже, так сказать, такая как бы градация, да, как бы чем больше там опытного компонента, тем, так сказать, позже наступает максимум вот по статистическим наблюдениям, максимум вот этих вот профессиональных достижений людей в различных профессиях. И это, скажем, это физика, да, это медицина, вот для них характерно, так сказать, наивысшие достижения уже не в 30-33 года, как для математиков, а где-то ближе там 35-40, далее, далее, далее. И, в общем-то, в гуманитарных профессиях мы видим, что уже здесь максимальные достижения, скажем, в области истории, философии, политики, да, это, в общем-то, уже возраст 47, 50, там, да, 55 и далее. То есть вот есть такие закономерные моменты, которые связаны с закономерным развитием познавательных процессов человека в течение взрослости. На этом мы с вами сегодняшнее занятие завершаем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.